Итак, для начала общие сведения, то есть по плате самой гирлянды, чтобы каждому было понятно, что здесь к чему. На самом деле здесь все просто. То есть деталей на плате для любой из китайских гирлянд, китайских, не китайских, все равно. Сейчас компоненты здесь минимально. То есть, во-первых, это диодный мост, на который, соответственно, у нас приходит 220 вольт. Соответственно, кнопка управления, конденсатор электролитический, соответственно, два сопротивления, сама микросхема, которая создает нам световые эффекты, и 4 тиристора. На каждый тиристор на каждый канал гирлянды. В данном случае 4 канала. Бывает 3, бывает, по-моему, больше, я не знаю точно, но у меня максимально это 4. Как раз эта гирлянда у меня и накрылась медным тазом. Но, дабы, как говорится, разобрать, что может быть, то есть я вам примерно расскажу. То есть бывает ситуация, когда вы включаете гирлянду, и она у вас начинает мигать хаотично, то есть совершенно в хаотичном порядке, то есть ярче, тусклее, перебирает каналы, то есть такое впечатление, как будто это не эффект какой-то либо, а как будто гирлянда сошла с ума. Чаще всего какая это проблема? А проблема заключается в этом, чаще всего, электролитическом конденсаторе. Он немного может вспухнуть, то есть и это хорошо заметно, и его просто-напросто надо будет сменить. Номинал на нем написан, поэтому без труда вы сможете найти такой же. Если гирлянда вообще не работает, то есть в первую очередь надо проверить, конечно, идет ли питание. Без тестера это, конечно, будет весьма сложно сделать. То есть тут, к сожалению, так. Дальше, что еще может быть? Опять же, гирлянда ведет себя хаотично, или после, например, вы заменили конденсатор, то есть эффекта 0, гирлянда не работает. Скорее всего, одно из этих сопротивлений, резисторов, тоже сгорело, то есть пробито. Пробой увидеть весьма сложно. То есть если оно сгорело, сопротивление, тогда, конечно, все просто достаточно легко. Можно их просто заменить. Как выяснить, какое именно сопротивление? По маркировке, соответственно, вся маркировка дана в интернете, как определить, какой номинал у сопротивления. И, соответственно, можете подобрать аналоги. Также бывает, что выгорает диодный мост или один из диодов. Диоды проверить просто, потому что они пропускают ток только в одну сторону. Опять же, это придется делать тестером. Тут без тестера, к сожалению, никак. Может сгореть, пробить какой-то из этих тиристоров. То есть в зависимости от выхода из строя канала. Разные бывают ситуации, но самое интересное в этой ситуации, что микросхема именно, горит, наверное, в процентах 5 случаев. Все остальное это как раз в основном конденсатор, то есть первое, что выходит из строя. На втором месте у нас идет сопротивление, на третьем месте один из диодов, и на последнем месте, пожалуй, один из тиристоров. То есть микросхема вообще, можно сказать, что она всегда живая, то есть абсолютно большинстве случаев микросхема остается живой. Соответственно, чаще всего, если что-то ломается, все бегут покупать новую гирлянду. Мы же народ такой, еще, что называется, советской закалки. По крайней мере, я не учился в советской школе, так скажем, я учиться пошел уже после развала СССР, но при этом школа еще была, что называется, с советскими учителями, и поэтому у меня есть кое-какие познания и так далее в электронике. Соответственно, частые проблемы всех китайских гирлянд — это то, что в них используются такие тоненькие проводочки, и чаще всего они отходят от самой платы. В данном случае здесь очень хороший клей нанесен, то есть отодрать его достаточно тяжело. То есть я тут проверил, у меня здесь, по крайней мере, все в порядке. То есть провода все держатся очень четко, отлично на своем месте. То есть у меня тут даже вопросов не возникало, поэтому этот клей даже сдирать не стал. Тут все видно и так. В моей гирлянде проблема какая? Проблема, с одной стороны, вроде казалось бы очевидная, но с другой стороны нет.
И сейчас я вам покажу, как в принципе я эту проблему решу, и я думаю, достаточно просто. Итак, поехали. Итак, ну, что мы делаем первым делом? То есть это мы включаем гирлянду. И что мы видим здесь? То есть синие светодиоды у нас работают хорошо. То есть это одна линия. Желтые светодиоды тоже работают хорошо. Это вот вторая линия, да. Дальше идет зеленые светодиоды. И я не знаю, видно или нет, но светится он, вот этот светодиод, очень-очень тускло по сравнению с другими. То есть взять вот красный, он светится хорошо. Но зеленые светятся, ну, просто очень тускло, то есть еле видно. То есть не знаю, сейчас попробую, вот свет отключу. Вот видите, то есть он светится, но очень тускло. Ну, что это может означать? Что схема у нас работает однозначно. То есть если я буду менять режимы меняются нормально. Но не работают именно зеленые светодиоды. То есть вот по всей гирлянде не работают именно зеленые. Ну как не работают? Они работают, просто они светят тускло. Ну, тут причина на самом деле очень простая. Что где-то надрыв провода. Почему я так решаю, почему я так решил? По одной простой причине. Потому что явно где-то провод, а так как они, вот эти проводочки, они все тоненькие, скорее всего, где-то он надорван в этой цепи, что там, грубо говоря, идет не полностью, там сколько жил в этом проводнике, не знаю, там 10, по-моему, если я ничего не путаю. И, скорее всего, он остался болтаться на одной жиле. И через него, как говорится, ток проходит очень плохо. Ну и, как следствие, вот такое вот свечение светодиодов. То есть им вроде как хватает для зажигания, но полностью не проходит, и поэтому тускло светит. Я не знаю, как более простым языком это объяснить, но здесь однозначно суть в проводе. Чаще всего бывает, что канал вообще не работает. То есть я вам сейчас изначально расскажу, то есть что делать, если совсем не работает. То есть, например, у нас полностью не работает зеленый вот этот вот канал. То есть, ну, здесь вариант один. То есть, чтобы убедиться, что это не какой-то из компонентов платы. В данном случае, то есть, так как гирлянда работает, значит, все компоненты платы, в принципе, живые. То есть, если гирлянда нормально каналы переключает и работает. Ну, вот, например, допустим, зеленый у нас совсем не работает. Ну, здесь вариантов может быть два. То есть, либо плохой провод, опять же. То есть, нет контакта у зеленой веточки, да, то есть, так как они все последовательно подключены. Поэтому, даже если один из светодиодов помирает, не будет работать вся линия. Соответственно, здесь все упирается в то, что либо у нас сгорел один из светодиодов, либо у нас не работает провод, да, то есть провод где-то надорван, ну или либо вылетел, соответственно, тиристор на зеленом канале. В данном случае вот у меня последний проводочек, вот этот вот в линии, то есть это вот этот вот тиристор. Чтобы проверить как-то наверняка, можно сделать проще, то есть можно просто отпаять зеленый канал и, допустим, перекинуть на этот тиристор красный канал. Ну, потому что мы знаем, что он у нас работает, так? И если при этом ничего не происходит, то есть красный канал тоже не работает, а перекинутый сюда, например, зеленый канал работает, значит, проблема не в линии, а все-таки в тиристоре. То есть, ну, так вот проще выяснить. В данном случае у меня гирлянда мигает, и, соответственно, просто тускло горят зеленые светодиоды. Делаю вывод, что где-то надорван провод, то есть и контакт очень плохой. Ну и сейчас, соответственно, я буду проходиться по всей линии, светодиодной линии. Она очень длинная, я не помню, сколько тут светодиодов, но очень много, и мне придется пройтись по всей линии и посмотреть, то есть, где у меня плохой контакт. А как это делается? То есть, ну, чтобы выяснить, где плохой контакт, то есть включаем гирлянду и начинаем, так скажем, вот у нас зеленый канал, то есть и перед, и после зеленого канала, то есть мы эти проводочки чуть-чуть так шевелим и смотрим,
загорается ли у нас линия или нет. И мне придется пройтись так по всей длине зеленого канала, так назовем его, да, где зеленые светодиоды. Собственно говоря, я сейчас это сделаю и, собственно говоря, покажу вам, где у меня в данном случае проблема. Можно, конечно, это выяснить, слышал, что кто-то как-то выясняет это там девайсом, который там ищет проводку, что там, где пробой, он там не звенит и того подобное. Но в данном случае провода все скрученные, и, соответственно, проверить это будет весьма тяжело. Поэтому такой метод, как проверка пробоя вот этим тестером, который ищет скрытую проводку, ну, честно говоря, идея бредовая. Потому что он будет звенеть в любом случае, потому что если только вы не разберете каждую эту линию по проводку и будете звонить. Но это все достаточно большой геморрой. Поэтому вот в данном случае, так как у меня вот тускло светятся светодиоды, проверка здесь даст только, ну, так скажем, подламывание или там пошатывание проводов, да, то есть, ну, вариантов тут мало. Это у меня займет какое-то время, это я вам уже показывать не буду, я вам покажу уже, грубо говоря, результат. То есть, где я нашел этот так называемый обрыв. Итак, я возвращаюсь к записи. Пробой я нашел. Ну и по законам Мерфи, если вы хотите найти мертвый светодиод там или мертвый провод, он окажется последним. В принципе, так у меня и случилось. То есть, ну, я вам сейчас покажу. То есть, включаем гирлянду. Ну, сделаю потемнее, вот так вот. Видим, что он у нас тускло работает. То есть вот он прям тускленько. И теперь смотрите, сейчас я попробую его на камеру направить. И вот у меня остался вот он последний светодиод, который, собственно говоря, является у нас связующим звеном общего провода и всех наших линий. Ну, ведь что мы делаем? Я просто его пошатываю, и, как видите, зеленые неожиданно загорелись. То есть проблема у нас вот в этом вот сегменте. Собственно говоря, этот сегмент я разберу и перепаяю. То есть, ну, все провода сделаю, то есть, ну, найду неисправный провод, соответственно, здесь от зеленой ветки. То есть, ну вот он, то есть вот он где-то здесь, то есть, да. То есть, вот я его шатаю. И вот он сейчас вот нормально, более-менее нормально работает. То есть, ну, вариантов 0, да, то есть вот здесь вот у нас проблема. Ну, что поделать, будем решать. Вот. То есть, ну, здесь все достаточно просто. То есть мы просто разбираем и перепаиваем. Так, ну что ж, собственно говоря, почти готово. Здесь я проверил, все хорошо, здесь перепаивать не стал, вот на этом зеленом. И, соответственно, на, так скажем, связующим, да, красным светодиодом, то есть я просто тут решил для безопасности термоусадочку на каждый проводок поставить. Между ними будет проставка, которая там была, вот эта вот пластиковая, да, проставочка. И будет еще сверху большой, то есть побольше диаметра одену термоусадку. Ну, чтобы как-то усилить это место, раз оно такое вот нехорошее у нас получается. Ну и, собственно говоря, включаем, проверяем, все ли работает. Если бабахнет, то я не виноват. Шучу. Ничего не бабахнет, это точно. Вот, то есть сейчас, так, надеюсь, у меня так все хорошо. Это пинцет свой делал. Вот. Ну и пробуем менять режимы. Все, гирлянда хорошо работает. Это, прошу прощения, не видно, наверное, да. Ну вот зеленые светодиоды хорошо мигают. То есть гирлянда, в общем, в полном порядке. Все, теперь мы собираем все на место. Ну и можно вешать гирлянду на елку.
Вот так вот зальем. Надеюсь, ничего больше не отвалится. Ну вот, собственно говоря, все. То есть на самом деле вот что получилось у меня. То есть, ну, провода здесь немножечко покороче. Но сам факт, что гирлянда теперь полностью функциональна. Ее можно использовать. Ну, надеюсь, это кому-то видео поможет в устранении причин неисправности.